Что вам сказать? Значит, действительно, сегодняшний день был посвящен просьбам или ходатайствам к суду по тем вопросам, где нужна его помощь. Либо эта помощь нужна в связи с тем, что требуется проведение действий на территории других государств, и это только суд должен обратиться с запросом, есть процедура соответствующая. Вот. У нас есть ряд очень важных свидетелей, содержательных людей, члены совета директоров ЮКОС, финансовый директор один, финансовый директор другой. Ну, наиболее компетентные люди, особенно с учетом того, что является предметом этого дела. Вот. Мы, что могли сами, мы сделали, потому что мы представили суду от каждого из этих свидетелей протоколы их показаний, ну не процессуальные, а адвокатские. То есть адвокаты с ними встретились, закон нам такое право дает, и значит, они нам письменно дали пояснение, ответили на наши вопросы, от себя что-то сказали, еще документы приложили. Вот. И это мы суду представили как приложение к ходатайству, как обоснование того, что вот есть такие сведущие люди, компетентные, и нужно их теперь допросить с соблюдением всех процедур, чтобы доказательственное значение их показаний не вызывало никаких сомнений. Вот. К сожалению, суд безмотивно отказал в этих двух ходатайствах, не привел никаких аргументов. Это, в общем, неприятно, и это неправильно. И опять же, объективно получается, что это влечет задержки, потому что мы все равно будем этого добиваться. Касается людей, да, свидетелей. Теперь, что касается документов. Ну, одно очень важное решение положительное суд сегодня принял. Это решение о том, чтобы запросить все арбитражные решения арбитражных судов, точнее, которые вступили в законную силу, а значит они закон для всех, в том числе и даже, страшно сказать, для прокуроров Шохина и Лахтина, вот, и для суда уголовного, который рассматривает это дело. Они имеют законную силу. То есть исходить нужно до тех пор, пока они не опровергнуты, а опровергнуты они могут быть только в той процедуре, в которой это в гражданском судопроизводстве принято, и никак иначе. Об этом Конституционный суд сказал прямо, и мы научное заключение приложили о том же. До этих пор они являются документом, имеющим законную силу. О чем свидетельствуют? Они свидетельствуют о том, что те генеральные соглашения между ЮКОСом и дочерними добывающими компаниями, в которых определены все вот существенные условия той схемы взаимоотношений, связанных с нефтью, которая была сложена еще в 96-97 годах. Вот. Что эти условия все законны, что они правомерны, что они не нарушают ничьих законных интересов. И кроме того, что это были возмездные сделки, по которым переходила собственность на нефть от одного лица, то есть добывающей компании, другому лицу, то есть ЮКОСу. Вот. Соответственно, эти обстоятельства, установленные решениями арбитражных судов, они полностью исключают обвинение в хищении. Они полностью исключают неявное так называемое обвинение, которое описано, но не дано ему юридической оценки, в том, что действиями Ходорковского и Лебедева добывающие компании были поставлены в невыгодное положение, им был причинен ущерб, они были лишены самостоятельности, там бог весть что еще. Вот под всем этим жирный крест, или на всем этом точнее. Жирный крест, потому что суд, много судов, в разных регионах, разных инстанций сказали прямо противоположное. И нужно из этого исходить, как из закона. Но тем не менее были ходатайства, которые суд отказался были, не нашел оснований. были. И тоже было ходатайство об истребовании тоже документов. Об истребовании документов, совершенно верно. Для чего они были вам нужны? Они нужны были нам для того, чтобы избавиться вот от тех самых хвостов, о которых мы уже говорили с вами на предварительном слушании, когда вроде бы с точки зрения юридической квалификации обвинения 2, то есть хищение и легализация, а в тексте их там вылавливается еще до десятка. Но они, во-первых, не описаны толком, во-вторых, им не дано юридической оценки. И непонятно, как от этого защищаться. Вроде бы оно есть, вроде бы его нет. Вот мы говорим, если оно есть, и оно предмет доказывания, давайте тогда истребуем из администрации президента,
Вот вы нам написали, говорим мы прокурорам, что ЮКОС был создан преступной организацией, потому что там была вертикальная интеграция, да, как холдинг. Что это было с преступной целью. А мы говорим, это президент своим указом сделал, и правительство своим постановлением. Давайте возьмем не только эти сами постановления и указ, а материалы, которые под ними, которые при подготовке этих документов были. Там же указано, с какой целью это делается, как это делается, почему. Либо, значит, это все бред, извиняюсь за выражение. Вот такой пример. Выразительная очень схема выступлений, когда вы или кто-либо из адвокатов высказывает юридическую позицию, затем говорит, выражает ее человеческим невнятным языком, Спасибо. Лебедев придает ей яркую эмоциональную окраску. Вы будете придерживаться в дальнейшем, это как бы... А вот помните, вот тут несколько дней назад был большой шум в прессе, что такое, что-то он сам будет защищаться, что случилось, почему, сенсация. Вот это то, что вы видите сейчас. Каждый выполняет свою работу в рамках общей стратегии. И так и будет, конечно. Она ведь рассчитана на, в общем-то, на публичность. Она рассчитана на открытый процесс, и процесс у нас открытый. Поэтому здесь нет никакой коллизии, все как бы логично. Вот. И все нормально. Что касается реакции, мы видим живой интерес. Вот. И раз мы видим живой интерес, значит, наша обязанность просто профессиональная этот интерес максимально удовлетворять. Потому что если общество, в том числе и средства массовой информации, как важный инструмент общества, будут знать правду и будут видеть этот позор в его всей красе, в кавычках, да, то, наверное, это на пользу людям, стране и вообще всем, и нашим подзащитным тоже. Поэтому, да, будем в этом духе. То есть вы не разочарованы пока реакцией прессы? Абсолютно нет. А у нас нет причин ей разочаровываться. И очаровывать.